Миксование. По поводу миксования сказано уже много, и я применяю его, учитывая то, что у меня есть кардер, мне позволяет это сделать качество обувного войлока намного лучше. Тем более при миксовании можно использовать все виды шерсти. Нужно понимать, что мы берем туда в микс, включаем и какой состав мы хотим получить. В своем миксе мы используем кардачесные вещи, такие как вот новозеландец, новозеландский кардачес. Дальше мы используем беркшаф, и вот эти такого плана составляющие будет нам давать основу каркаса. Димикрона с них 25-27 микрон, и жесткие, даже включая то, что есть и ость. Тем не менее, ость при валянии она выбьется, а вот эта каркасная составляющая останется. Использую также волокна, и это вискоза, независимо это будет троицкая или итальянская. Она выполняет такую функцию армирования. Сами волокна не валяются сами по себе, но шерсть благополучно их хорошо притягивает, присасывает, приваливает и выполняет роль такого легкого армирования. Можно вводить и дополнительные волокна, не только вискозу, и шелк, банан. Вы будете получать абсолютно разный по итогу войлок. Если по кардачесовым таким вот жестким волокнам стараюсь использовать где-то 30-40, в каких-то проектах и до 50, то вот с вискозой аккуратничаю, и 10-12% ее в общем составе вполне благополучно. В миксе также используются волокна и топсовых вещей, которые дают такую связку по длине уже в раскладке. Понятно, что шерсть уваливается, усаживается по длине, и получить тонкие раскладки на больших коэффициентах нам помогает утянуть, увалять быстрее этот топс. Поэтому смотря какой проект, и 30-40% можно учитывать и топсовые вещи. Поэтому чем больше микронности вы намешаете в микс, тем обувной войлок будет плотнее. Состав микса всегда 3 составляющие: кардачес, топс и волокна. И также по градации тонины что-то мягкие 18, что-то средние 20 до 21 и жесткие. Вот из этих 3 компонентов, включая как вот кубик Рубика, крутим и получаем миксовые части. Еще влияет и окрас, натуральность, партия. Поэтому говорить, что вот берем только вот этих столько, здесь нельзя. В работе я использую кардер. Кардер у меня мини-версия. Иголки высота 1,2 с густотой 72. Использую еще при этом щетку, которая по высоте иглы больше, и она 2,2. Использую как вспомогательную обычную спицу, которая позволяет мне подправлять либо вытягивать. При намотке, чем чаще сменяются виды шерсти, тем быстрее перематывается мат, тем он чище в перемотке, чище сама перемешка. И мне достаточно одного прочеса, чтобы получить уже бат, который можно уже пускать в работу. Прелести миксования еще состоят в том, что мы можем в проект включить абсолютно разные вот залежавшиеся такие кусочки, которые вот при валянии уже практически невозможно куда-то использовать. Как пример, вот шерсть Венслидейла за несколько лет хранения получилась просто вот в такую жгут. Я его уже фактически не смогу сделать раскладку, я его даже вот растянуть не могу. Вот позволяет даже растянуть его невозможно поделить, при этом использовать его куда-то в
конкретные раскладки очень тяжело. Вот мне кардер поможет все это дело смиксовать. Также, например, какие-то неудачные проекты по покраске, когда вот секционно покрасилась и в процессе перемешки точно так же он смешается с массой и даст нам единый такой бат, который одного цвета, и можно будет пускать в работу. Намотку осуществляю на верхний барабан, то есть под низ не подкладываю. Считаю, что это более эффективный такой способ. Остается в работе чистый нижний барабан. Очень легко наматывается сверху. Буквально вот движением руки все это перемешивается. Не цепляется на низ, мусор вылетает в сторону и не захватывает те выпавшие из себя какие-то мусоринки, и чистая промотка получается уже на верхнем барабане. Определяю по весу, сколько у меня должно войти на свой барабан, учитывая то, что он небольших размеров, у него верхний размер, ширина барабана большого 21 сантиметр, и при снятии бата у меня получается 50 сантиметров. На вот этот барабан я стараюсь намотать где-то до 40-45 грамм. Уже можно и больше, до 50-55, но уже забиваются иголки и очень тяжело крутить. Вот принцип перемотки: наматываю периодически шерсть. Также, если у меня какие-то кусочки такие залежавшиеся и он плохо выхватывается, то есть я еще периодически поворачиваю. Если вдруг у меня зацепилось и мне тяжело вытянуть, я поддеваю и выпрямляю. И опять тут же можно наматывать. Такое очень часто происходит с вискозой, когда выхватывается часть, поэтому вот с вискозой не спешите. Прокрутив, намотав сюда на барабан, снимаем бат. Иголочку подцепляю. При этом вы видите абсолютно чистый ниш. Получился бат перетертый. Теперь его можно уже делить и использовать в работе уже в раскладке. Отделять пасму и производить раскладку уже с пасмы.